Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры и бусин с сайта AliExpress, и покажу еще, что у меня осталось из интернет-магазина Elbit. Начну с бусин. Посмотрите, какая у меня палитра сегодня цветов. Начну с бусин. Это ракушка, бусинки-ракушки, плоские вот такие, 8 мм. Есть и 6 мм. Я такие бусины уже покупала и все израсходовала, у меня не осталось. Но я поняла, что мне этого мало, я еще заказала, потому что если делать красивые бусики, чокеры короткие. Сейчас покажу вам пример. Я делала на заказ вот такие вот интересные чокеры. Вот я добавляла здесь эти бусинки и по цвету подобрала еще бусинки вот такие плоские из полимерной глины, чтобы сделать интересное украшение. Вот такой вот чокер получился. Фурнитура вся под золото, качественная, с покрытием. И здесь, посмотрите, здесь я уже других цветов не добавляла. Я поставила кулончик из перламутра и бусинки перламутровые. И вот как смотрятся хорошо эти бусины в украшении. Вот такие чокеры можно делать на лето, по-моему, в самый раз. И мне, конечно, этого мало. Я еще заказала такие бусин, потому что много кулонов подвесок. И нитка достаточно длинная, 60 сантиметров. Я точно не знаю, сколько здесь на нитке таких бусин, но ниточка длинная, как вы видите. Можно здесь сделать 2 украшения, это точно. Но если их меньше проставлять в украшении, то и на 3 хватит. Ну а как я делала вот это украшение, так здесь у меня, наверное, пол ниточки ушло на такое украшение. И есть такие 6 миллиметров, не помню, сказала я, нет. У меня 8 миллиметров. Хороший размер и красиво смотрятся. Можно и, конечно, и меньше взять размер, посмотреть. Будет потоньше тогда украшение. Ну, я думаю, тоже неплохо будет смотреться. И беленькие, нарядные такие, красивые бусинки. Понравились они мне. Так что жду еще. Следующие бусинки — это вот такой цвет интересный, красивый. Очень понравился мне цвет. Это турквенит, как я думаю. Они матовые и хорошо подходят под бирюзу цвет. Здесь такие прожилочки, посмотрите, на каждой бусинке. Я их помыла, и они не красятся. Вот такой интересный цвет, нежно-нежно-голубой. Понравились они мне очень. И я еще заказала. Это 10 миллиметров у меня бусинки. И на ниточке 39 бусин. Очень красивый цвет, как и на экране. И вот такой цвет бусин. Одинаковый почти. Это уже вулканическая лава, 8 миллиметров. 46 бусин на ниточке. Такие бусины я тоже уже покупала. И у меня их не осталось, но посмотрите, какой цвет красивый, хорошо подходит к этим бусинам. Но я не буду их вместе, конечно. Это будут 2 разных украшения. Я думаю, если делать еще с вот этими бусинами, где-нибудь их проставить и такой голубой кулончик
прикрепить. Будет красиво, я надеюсь, смотреться. Надо такой кулон подобрать. У меня много разных цветов. Я вот подобрала вот такой вот коннектор. Очень хорошо подходит по цвету. Здесь тоже такой голубой цвет. И можно его применить, поставить как застежку впереди. И можно еще прикрепить кулончик какой-нибудь. Также можно совместить, как я сказала, с этими бусинами белыми и поставить золотую фурнитуру. Тоже будет красивый летний вариант. И такие бусины были и в розовом цвете я тоже покупала. Это покрытие не стирается. Я пробовала мокрой тряпочкой тереть, ничего не сходит. Краска на месте. Ну а в соленой воде вымачивать, я думаю, это ни к чему абсолютно. Краска стойкая, и я проверена уже. Я и носила сама, и такие украшения у меня не остались в наличии даже. Вот такие бусины розовые. Очень понравился нежный цвет. Написано натуральный камень. Написано, что это родонит, но, конечно, это не родонит. Это даже не знаю, что это за камень. Ну, какой-то камень, потому что они тяжелые и холодненькие. Такая интересная структура внутри. Вот, посмотрите. И цвет мне понравился. Тоже розовый цвет. К лету нежное что-нибудь сделать неплохо будут. Понравился мне очень цвет этих бусин. Я думаю, может быть, еще заказать такой нежный цвет. Следующие бусинки это вот такие вот бронзиты. Я уже покупала такие бусины 10 миллиметров, я показывала вам, и сразу же заказала 8 миллиметров, чтобы сделать украшение из двух размеров бусин. Сначала я думала поставить бронзовую фурнитуру, но, конечно, она здесь потеряется, и бусины выглядеть не будут красиво. Я потом приложила золотую фурнитуру, и как заиграли бусинки. Я думаю, что лучше сюда поставить золотую фурнитуру, или, может быть, даже золотую с чернением. Вот я ничего не прикладывала. У меня в планах сделать именно с золотой фурнитурой такие бусины. Очень красивые бусинки. Сейчас я достану бусины 10 миллиметров. И вот такое вот сделать украшение, чтобы бусины заиграли. Конечно, здесь бронза будет не совсем уместно, я так думаю. А вот золото, например, да, будет очень красиво смотреться. Сейчас покажу вам, какие застежки я получила из магазина Джуя. Так, и вот такие бусины тигрового глаза. Выбрала в таком светлом цвете. У меня таких еще не было. Очень понравились они мне. И мне пришла интересная идея. Я сначала думала с бронзовой тоже фурнитурой и добавить бусин темных тигрового глаза. Но потом я решила оставить вот так, ничего не добавлять, добавить золотой фурнитуры. Есть вот такие у меня бусинки, я вам показывала, рисинки в форме риса. И я сделаю кисточку и с золотой фурнитурой. Оно хорошо подходит друг к другу, эти бусины и цвет, на мой взгляд. Если вам интересно, напишите, я сделаю
украшения на видео сниму, если вам интересно, конечно, что я придумала. И хочу сделать именно с этими бусинками. Я думаю, будет красиво смотреться в итоге украшения. Вот такие у меня были сегодня бусинки интересные. Мне все понравились, и цвета оригинальные. Ну и теперь я покажу фурнитуру из магазина Джуя. Это новиночки. Кое-какие. Конечно, вот этот коннектор я еще раз купила, потому что у меня много идей, столько возникло в голове, как сделать украшение. И еще хочу вам показать один вариант, как можно применить такой коннектор в украшении. Очень мне нравится именно в черном цвете. Красивый, да? Показывала. Я долго не буду на нем останавливаться. Вот такой вот соединительный элемент. Я думаю, где-нибудь впереди поставить кольцо такое. Оно покрыто эмалью. И здесь есть стразики 4. И они всех цветов разных. Зеленый, красный, по-моему, черный и желтый. Цвета были разные таких коннекторов. И размер 2 сантиметра. И хочу впереди поставить элемент украшения, может быть, и еще какую-нибудь можно подвесочку съемную сделать. Так, сейчас покажу вот эти коннекторы. Давно я хотела эти коннекторы. Наконец-таки они пришли ко мне. Я выбрала 2 серебряных и 2 золотых в золотом цвете. У меня столько родилось идей с такими коннекторами. Так что скажите, напишите, интересно вам будет посмотреть на украшения, которые я придумала. Здесь очень много отверстий, посмотрите. Здесь можно многорядное украшение делать, сколько вам захочется. Можно маленькие ставить бусинки, можно крупные ставить бусинки. Сама деталь длиной 37 миллиметров и 6 миллиметров толщина. Очень красивые, все переливается здесь. Цирконы, как написано у продавца. Вся фурнитура качественная, экологически чистая, как написано. Экологически чистая медь. И полируют вручную это все. Вот такие красивые коннекторы. Вариантов, конечно, много. С такими коннекторами поработать интересно. Так, и вот такие вот застежки покажу. Это новинка. Вот такой квадратик. Здесь тоже цирконий написано у продавца. Усыпано все цирконий. И размер квадратика 16 миллиметров. Ну, а вот так с застежками 38. Ну, не знаю, как 38 здесь. Может быть, если их неудобно мерить. Ну, 3 сантиметра. Вот. Это все раскрывается. Застежки. И впереди можно такой элемент поставить где-то в красивых бусах. С дорогими камнями можно. Очень красивый элемент. Впереди вот так сзади выглядит.
качественный. И вот такая красивая застежка. Посмотрите, какая красота. Так, не видно. Тоже усыпано все кубическим цирконием. Здесь, посмотрите, крупный камень. И здесь голубенькие. Размер 38 и на 15-16 миллиметров. Здесь есть вот такие две петельки. Я думаю, к ним тоже можно что-то прикрепить. Ну и, конечно, вот на вот этих вот детальках тоже есть отверстия, где можно прикрепить, скорее всего, к этим деталькам можно крепиться. Но если мелкие делать, можно в 4 ряда сделать что-то. Очень красивая застежка. Так, где она? Раскрывается с этой стороны. И она такая толстенькая, не тонкая. Сзади вот так выглядит. Аккуратно, гладко все. И вот такая вот в черном цвете застежка. Но здесь такое кольцо без страз. Здесь просто фактура идет. Ну а на застежках есть стразики. Но кольцо видно к вам, да, какое. Здесь под этими застежками идут палочки просто. И я думаю, если оно будет в движении, двигаться, но если сюда может подвесить кулон, еще съемный, на такой же, на таком же крючочке, если подвесить, может быть, он будет держать под весом и двигаться не будут, и будут держаться на вот этих вот палочках. Видно вам, да? Как-то не очень это, наверное, надежно будет. Если бы полностью был такой круг, было бы, наверное, лучше. А можно вот так подвесить, я думаю, а здесь подвесить, такой же взять застежку, такую же подвесить, третью. И будет просто вот так, а внизу он будет держаться. А это пускай будет как элемент. Надо просто сделать украшение и поносить, и посмотреть, будет ли оно двигаться, кольцо это, или не будет. Очень красивый вот этот элемент. Мне понравился. Он переливается. Здесь стразы идут палочками. Они не круглые. Посмотрите, как переливается. Красивые застежечки. И интересные швензы. Сейчас вам покажу швензы. Понравились мне они тем, что они аккуратные. Здесь небольшое пространство. Взойдет мочка уха любая, я думаю. Но если совсем у вас толстая мочка, я думаю, и может не зайти, конечно. 5 миллиметров здесь, ну чуть больше 5. И что мне понравилось, здесь все усыпано стразами. И вот эта центральная главная часть у нас идет, платформа такая, и колечко спрятано под ней. Вам видно, да? Когда мы вот так смотрим, этого кольца соединения его не видно. Можно и так носить серьги. Кольцо здесь раскрывается. Люфт небольшой есть, но совсем-совсем маленький. Хорошо закрываются, хорошо. Но здесь цвет желтоватый, чем вот в этих застежках. Продаются они или одна пара, или две можно купить. Конечно, когда две мы берем, выгоднее. Взяла одну пару, ну и пожалела, надо было две брать. Красивые очень. Здесь уже эти застежки продаются или две пары, или 4 пары. 4 пары вообще выгоднее брать. И стоят они дешевле, чем вот эти. Тоже здесь такая же система, что колечко спрятано.
под этим элементом передней части. Здесь большой стразик. Очень красиво смотрятся. Мне понравились. И цвет у них благородный, золотой. Посмотрите, какие красивые. И не видно колечко здесь. Тоже можно и так носить, как золотые. И размер хороший. Видно вам, да, как колечко спрятали? И 4 пары взяла. То есть 2 пары, 4 штуки. Выгоднее брать, наверное, 4, потому что цена сразу ниже. Пока, наверное, хватит. Хочется все и много, но такой возможности нету. Так, и сейчас покажу вам, что у меня осталось из магазина L-Beats. Я была довольна этим магазином, даже очень. Я выбрала много позиций. Я заплатила около 3000, и доставка у меня вышла около 500 рублей. Примерно, я говорю, я так округлила. И зато вон сколько интересной фурнитуры я получила, и сколько позиций на такие деньги я выбрала. И такой фурнитуры на Алиэкспрессе я не находила. То есть бывает такая фурнитура, но в медном цвете ее не было. Например, вот как вот эти коннекторы. Здесь 10 коннекторов идет в упаковке. Я видела такие бронзовые и серебряные, но вот медных я не нашла. А я же люблю медный цвет. Посмотрите, какие красивые, аккуратненькие. Можно тоже с ними придумать много разных вариантов украшений, как их применить. Такие листики склеены между собой и 5 отверстий. Можно и вышивку, я думаю, где-нибудь пришить такой элемент. Будет красиво смотреться. Они односторонние. И 10 штучек в упаковке. Очень понравились. Еще вот эти бусинки мне понравились. Я такие не видела на сайте Алиэкспресс. Здесь 20 идет бусин. И посмотрите, какие они красивые. 8 миллиметров бусинки. Вот как они четырехсторонние. И здесь идут такие выпуклые точечки. Посмотрите, как они будут красиво смотреться между бусин. Сейчас я возьму пин. И медные. Я даже и бронзовых таких не видела. И под серебро тоже не видела. Посмотрите, как будут здорово они смотреться между бусин. Но они тяжелые, их много, наверное, не поставить в украшении. Так что на несколько украшений, я думаю, хватит. Несколько бусин проставить можно. Вот такие красивые, очень понравились. Оригинально смотрятся. Вот такие коннекторы я еще взяла. У меня мало коннекторов, да, практически и нет в медном цвете. У меня в одном, по-моему, варианте или в двух. Сейчас покажу. Здесь палочки, ответная часть. Вот такие ромбиком. Они сделаны ромбиком, так как здесь идет петелька. Вот в таком положении. Здесь, наверное, цветочек сделан. И вот такая палочка, посмотрите, тоже с цветочком идет. Здесь такой рисунок пропечатан хорошо. Сзади нет рисунка такого, так как это лицевая часть. Вот так выглядит. Я думаю, можно где-нибудь в кулон тоже пришить такую детальку. Здесь уже можно бейл крепить. Здесь бусинку или что-нибудь придумать. Очень красиво смотрятся. Аккуратненькие. Размер 20 на 15 миллиметров. Сама палочка 25 миллиметров. Вот
Вот такие красивые тоглы. И вот такие вот подвески. Здесь 10 подвесок. В тибетском стиле таком, да. Посмотрите, как красиво сделано. Тоже идет цветочек в серединке. Ну и вот такие вот по бокам, как точечки. Выпуклые. Цветочком сделаны. Здесь тоже точечки, они тоже выпуклые. Очень понравились мне. Вот так сзади они смотрятся. Металл прочный. И покрытие такое красивое. С чернением немного. И размер вместе с петелькой 33 миллиметра. Ну а так 30 миллиметров. Очень красивые подвески. В чокер, я думаю, буду ставить такие подвесочки. Я надеюсь, вам понравилась медная фурнитура и бронзовая из магазина Elbits. Напишите мне. Я думаю, это недорого. В магазине AliExpress мы тоже за некоторые товары платим доставку. Ну а тут 500 рублей за такое большое количество фурнитуры. Я думаю, это совсем и недорого. Ну а посылка шла мне из Нидерландов. Я отслеживала ее. Я думаю, если кто-то живет в Европе, к вам она придет намного быстрее, чем в Россию. Так что заходите, посмотрите, магазин интересный. Напишите, интересно вам было познакомиться с новым магазином, потому что у меня тоже пришла посылка из другого магазина, не менее интересная. Напишите, понравилась вам такая распаковочка и что вам интересно было. Мне будет приятно почитать ваши комментарии. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. У меня много интересного впереди. Будем делать украшения новые и красивые. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!